Доброго времени суток, многоуважаемый вьювер. Добро пожаловать на мое следующее видео, посвященное изучению C++. И здесь уже будет непосредственно изучение C++. То есть если предыдущее видео, оно было скорее такого разговорного жанра, я просто познакомил вас с тем, что такое C++, немножечко где-то предостерег от некоторых стереотипов, которые существуют об этом языке, да, и мы установили среду разработки, которая называется Visual Studio, в которой мы будем писать все наши программы. Вот. А сейчас мы уже приступаем непосредственно к обучению, и первой темой обучения будут базовые типы. Их еще также называют иногда фундаментальными типами или встроенными типами. И что же это такое? Смотрите, дело в том, что C++ это так называемый статически типизированный язык, и в противовес таким типом языка существуют динамически типизированные. Разница по-простому в том, что в статической типизации мы вынуждены при объявлении переменных, а переменные это такие минимальные единички трансляции, которые способны хранить некоторую информацию для нас, да, мы вынуждены объявлять типы явно. То есть, когда мы объявляем переменную, мы сразу говорим, что это переменная такого-то типа, например, целочисленного. А в динамически типизированных языках этого делать не нужно. Но смотрите, это, возможно, все для вас сейчас сложновато звучит. Давайте разберем конкретный пример. Да, я хотел Hello World показать. Так, Hello World. Ладно, смотрите, давайте так. Сейчас мы вернемся к переменным, немножечко обратим внимание на эту не совсем, я считаю, классную традицию, но хорошо, мы просто выведем программу, раз уж она тут у нас написана, давайте сделаем это грязное дело и выведем Hello World в консоль. Так вот, смотрите, у нас уже в Visual Studio, когда вы создали проект, у вас есть на самом деле готовая программа. Эта программа ничего не делает, кроме как выводит в консоль фразу Hello World, то есть привет мир. Это классическая такая программа, которую считается, что пишут все разработчики, но вам, видите, даже, начинающие, я имею в виду разработчики, да, все разработчики пишут Hello World всю свою жизнь. Вам не пришлось, видимо, этого делать, я надеюсь, потому что я считаю, что, мало что дает она вообще представление, в принципе, программирование, эта программа мало что объясняет. А здесь мы подключаем библиотеку IOStream, пользуемся объектом OStream для того, чтобы вывести в консоль строковое значение Hello World. То есть смысл в том, что мы просто, если запустим сейчас программу, а мы это и сделаем, мы получим в консольке фразу Hello World, привет мир. Давайте запустим, вспомним еще для начала, как там. Так, вот она, запуск, зеленая стрелочка, локальный отладчик. Давай без отладки запустим. Так, сборка, тра-ля-ля. Вот, как видите, появилась консолька, и в ней у нас сакраментальная фраза Hello World. Собственно, все. Эта программа больше ничего не делает. И тут я думаю, что говорить особо пока что не о чем, потому что рассказывать про объекты на этой библиотеке будет трудновато и совершенно сейчас бессмысленно. Вернемся к нашим переменным. И как я уже говорил, в C++ статическая типизация. Вспоминаем, да, статическая типизация, та, в которой при объявлении переменных вот этих так сказать, не контейнеров, скажем так, коробочек таких, в которых мы будем хранить данные, нужно объявлять тип явно. Давайте удалим вот эту штуку, чтобы она нас не смущала. И даже вот это удалим тоже, оно нам пока что не... нет, пускай библиотека OStream будет, мы ей воспользуемся на самом деле. Так вот, предположим, мы хотим объявить целочисленную переменную с каким-то произвольным именем и присвоить ей значение 10. Что значит присвоить? Это, грубо говоря, положить туда, значит, чтобы эта переменная хранила такое значение. Для этого нам необходимо написать ключевое слово int, что означает integer. Integer, то есть интегральное целочисленное значение. И ввести
идентификатор или просто можно сказать имя переменной. Имя переменной существуют некоторые правила, которые ограничивают то, какие имена переменным мы можем давать. Это, например, что переменная не может начинаться с числа, не может содержать специальных символов. Вы можете чуть подробнее почитать об этом, но в целом, когда объявляете переменную, можете руководствоваться простым правилом, начинайте кстати, насчет специальных символов, не все, некоторые, ну, подчеркивание точно можно, например, вот. Руководствуйтесь правилом каким? Начинайте с букв, можете закончить цифрами какими-то, например, там переменная, там variable 2 или переменная, там variable 3. Давайте создадим просто переменную, назовем ее variable, что в переводе с английского переменная так и есть, и с помощью оператора присваивания, это не равно, прошу не путать, это именно оператор присваивания, мы как бы кладем значение 10, да, мы хотели присвоить значение, присваиваем значение переменной 10, то есть у нас целочисленная переменная, и мы, собственно, это целочисленное значение ей присваиваем. Все, вот, собственно, наше первое выражение. Да, еще тоже важный момент, что C++ мы в C++ пишем код выражениями, то есть сейчас мы по сути написали законченное выражение, которое отделяется точкой с запятой, то есть все выражения в C++ разделяются точками с запятой. Мы по сути указали базовый тип интегральный, да, с помощью ключевого слова int, которое является встроенным в язык. Указали наше произвольное имя, то есть это не ключевое слово, это просто имя переменной, которое мы ей дали, и с помощью оператора присваивания присвоили ей значение 10 и закончили наше выражение точкой с запятой. Все. Как же мы можем проверить, что действительно, правда там в этой переменной наше значение лежит или нет? А мы воспользуемся той же самой библиотекой IOStream. Мы введем std, 2 двоеточия, и воспользуемся объектом ostream, cout, и передадим с помощью вот такого оператора специального. Пока я не буду вдаваться в подробности, вам пока достаточно запомнить то, что вы можете использовать вот такие ключевые, ну не ключевые, а вот такие имена из вот этой библиотеки IOStream, да, которую мы подключаем здесь с помощью ну ладно, не будем про макросы, просто смотрите, воспринимайте это так, что include это специальное ключевое слово, потом мы подробнее пройдемся по тому, что такое макросы и директивы препроцессора, но сейчас воспринимайте так, что include в переводе с английского это подключить, да, включить. Вы включаете библиотеку в свой вот этот файлик, то есть мы хотим включить библиотеку IOStream для того, чтобы выводить в консоль какие-то значения переменной, например. Мы подключаем библиотеку IOStream и пользуемся ее функционалом. То есть достаем оттуда из ее пространства имен, а std это именно пространство имен типа стандартной библиотеки std, стандарт. Достаем оттуда объект ostream, cout, в который мы положим нашу переменную, как раз таки variable. Так, в этом моменте я понял, что не сказал вам очень важные нюансы, которые, на мой взгляд, необходимо было бы все-таки упомянуть. И начну я с такого понятия, как компилятор, потому что с этим понятием связано вообще фундаментальное понимание того, как ваши написанные вашими руками программы превращаются в исполняемые файлы на компьютере. Так вот, когда мы пишем код, то есть пользователь, да, программист пишет код, то компилятор, это такая специальная программа, транслирует этот код в исполняемый файл, то есть файл, понятный для процессора, который выполняется на нем, и в итоге мы получаем такую готовую исполняемую программу. Так вот, почему я заговорил про компилятор? Потому что я еще не сказал про вот такие строки кода, да, которые почему-то начинаются с 2 слэшей и обычно выделяются некоторым другим цветом. Да, у меня в редакторе, не пугайтесь, у меня другой редактор, но смысл такой же. У меня комментарии выделяются серым текстом, а у нас в Visual Studio, с которой я начинал и на которую я после вот этой вставочки вернусь, они зеленым текстом. Так вот, напишу это комментарий.
Так вот, смысл в том, что вот эта самая программа, компилятор, которая занимается транслированием вашего исходного кода в исполняемую программу, она игнорирует комментарии. То есть все строки, которые начинаются с двух слэшей, она игнорирует, и потому мы можем их использовать просто как дополнительную информацию, которая повышает читаемость и восприятие от нашего кода. То есть, допустим, мы можем написать комментарий для нашей объявленной переменной variable. Напишем, что это переменная целочисленного типа. Ну, понятно, что комментарий такой немножко наивный, но смысл в том, что если бы наш код был немножечко сложнее, чем просто объявление единственной переменной, то, скорее всего, нам бы захотелось оставить над ним дополнительный комментарий, который прояснял бы смысл того, что в нем будет происходить. Это первый момент. И второй момент, комментарии. Это я привел пример однострочного комментария, но также комментарии бывают многострочные. Чтобы создать многострочный комментарий, мы уже пишем слэш, звездочку, а далее идет какой-то комментарий. Здесь будет мой новый, очень полезный, да, великолепно печатан на русском, очень полезный комментарий. Вот, и чтобы закрыть этот многострочный комментарий, многострочный, потому что буквально мы на нескольких строках хотим его написать, чтобы закрыть, мы пишем символы наоборот. То есть сначала мы пишем звездочку, а потом уже ставим дополнительный слэш. Вот и все. Как видите, тоже у меня цвет автоматически сразу поменялся на характерный для комментариев в моем редакторе кода. Опять же напоминаю, что в Visual Studio этот цвет будет зеленым. Вот, то есть еще раз, это однострочный комментарий, когда строка начинается просто с двух слэшей, а если мы хотим создать многострочный, то в этом случае обрамляем все строки комментариев, обрамляем символами слэша и звездочки. То есть сначала открываем как слэш звездочка, закрываем как звездочка слэш. Все с этим понятно, и теперь вернемся к нашей переменной. Я немножко упустил тот момент, как же происходит обращение к переменной. Это, собственно, базовая, вроде бы тривиальная информация, но я считаю своим долгом, что я должен это упомянуть, мало ли кому-то будет это не очевидно. Так вот, когда мы объявляли переменную, то мы сначала писали ее тип, в данном случае это базовый тип int, да, integer, и писали ее имя, еще называют идентификатор, а в данном случае это имя variable, и потом присваивали значение 10. Так вот, смысл в том, что если мы далее по ходу программы хотим пользоваться этой переменной, а как правило так оно обычно и происходит, если мы объявляем какую-то переменную, то мы непременно хотим ей, скорее всего, воспользоваться, то нам нужно всего лишь указать уже ее имя. То есть нам не нужно писать ни тип, ни какую-либо другую информацию, мы просто пишем имя переменной, и в данном случае это имя variable. Далее вы можете написать вот такую команду std endl, да, endline. Пока что не будем сильно вдаваться в подробности, что делает эта команда, потому что она и переводит на новую строку каретку. Каретка, если что, это вот этот блок мигающий. У вас он также может выглядеть не в блочном виде быть, да, а в виде вот такого вот символа. Вот, это тоже нормально, кому как нравится. Так вот, std endline, он очищает буфер, пока не будем, опять же, вдаваться в подробности, что за буфер такой, зачем его очищать, и переносит каретку на новую строку. Вот, это в консоли все происходит. Вот, собственно, все нюансы, ребят, которые хотел все-таки тоже уточнить, потому что это такая, вроде как, кажется, тривиальная информация, но я думаю, что вам будет попроще. И да, я еще раз в моменте, где я буду рассказывать про комментарии, я сделаю, наверное, небольшую ставочку, чтобы явно вам показать на комментарии в коде, с которым мы начинали, то есть именно в Visual Studio, где они зеленого цвета. Так, теперь вроде все. Да, и еще желательно, конечно, написать
return 0. Почему мы пишем такое выражение в плюсах? Это для того, чтобы дать понять, что наша программа отработала корректно. То есть мы возвращаем значение 0, что говорит о том, что наша программа отработала без ошибок. Как правило, именно 0 является признаком того, что какая-то программа вернула, то есть отработала и вернула корректный результат. Ну, в смысле, вернула код отсутствия ошибок. Если же цифра какая-то другая, 1 или что-то еще, обычно это говорит о том, что это программа отработала некорректно, поэтому мы вводим такое выражение. Теперь можно запустить нашу программу, то есть смотрите, еще раз, мы объявили переменную, присвоили ей некоторое значение, 10 в нашем случае, и хотим посмотреть, а правда ли, как по примеру, мы Hello World до этого вводили, а теперь хотим посмотреть, что там в переменной находится, правда ли там значение 10. Запускаем программу. И да, видим, как видите, что значение 10 действительно наличествует в нашей переменной. Вот и замечательно. А еще смотрите, что стоит сказать. Я пока что не буду вдаваться в подробности, хотя, немного, совсем чуть-чуть. Я думаю, ни для кого не секрет, что у компьютера есть память, да, что он хранит свои данные в память, слышали наверняка память компьютера. И у любых абсолютно данных, в том числе и у нашей переменной, которую мы в этой программе объявили, тоже есть свое место в памяти. Она где-то в этой памяти там лежит, и более того, у этой переменной есть свой адрес. И мы можем даже посмотреть, а где, знаете, можно воспринимать это так, что переменная это какой-то домик такой, и домик, собственно, по адресу где-то располагается. И чтобы посмотреть, а где же этот домик располагается, мы просто берем и применяем так называемый оператор амперсанд. Его можно, если не нашли, то можно нажать с помощью зажатого шифта и цифры 7 на английской раскладке. Так вот, оператор амперсанд, его еще по-другому называют оператор взятия адреса, позволяет посмотреть, а где же эта переменная находится. То есть у нее есть значение с одной стороны, а с другой стороны она по какому-то адресу типа проживает. И вот теперь, запустив программу, да, мы в консольке увидим, что вот такое страшное какое-то число, там 26, тра-ля-ля. То есть это не что иное, как настоящий адрес этой переменной, где она находится. Мы потом еще будем намного подробнее говорить о том, какие пространства адресов бывают, да, там стэк, куча и так далее. Но пока что не забиваем этим голову, просто тезисно примите для себя, что у переменной есть значение, в нашем случае это 10, но и в том числе есть место, где она расположена. Это ее адрес, и сейчас с помощью оператора взятия адреса амперсанда мы узнали, какой адрес у этой переменной. Именно вот такой. Вот, собственно, и все, ребят. Единственное, наверное, это я перенесу на следующий урок. И мы посмотрим какие-то... ладно, наверное, нет смысла. Да, давайте я вам покажу, естественно, что переносить на следующий урок. Информация совсем тривиальная. И покажу, что, собственно... А если мы хотим, например, объявить еще одну, предположим, мы хотим получить результат сложения двух переменных. Давайте объявим еще одну переменную, назовем ее variable2, и присвоим ей значение, например, 5. Тоже то же самое, то есть хотим целочисленную переменную, поэтому используем ключевое слово int, что значит, то есть тип, да, интегральный, целочисленный. Называем переменную, variable2 уже у нас будет, и присваиваем значение 5. Но смотрите, у нас же какая тема? Мы же хотим сложить, а значит, нам нужно результат куда-то положить. А для этого мы объявляем еще одну переменную и назовем ее result, то есть результат нашего выражения. Result, и присвоим ему значение 0, потому что на плюсах нежелательно оставлять, если мы объявляем переменные, нежелательно оставлять без... можно даже не так, можно сразу, в принципе, зачем нам, да, это ерунда, зачем нам это делать? Мы можем сразу, в принципе, присвоить ей значение суммы этих переменных. То есть мы берем нашу первую переменную, видите, variable, у которой значение 10, и складываем со второй переменной variable 2. И завершаем также выражение, как и всегда, точкой с запятой. То есть еще раз смотрите, что мы сделали.
мы объявили целочисленную переменную с идентификатором, да, с именем result, в которую мы хотим положить результат сложения этих двух переменных. Ну, собственно, мы это и делаем. Мы пишем оператор присваивания и в правой части выражения просто складываем две переменные variable и variable2. И получается, что сумма этих переменных окажется в результате. Я думаю, тут все понятно должно быть, да? Смотрим на результат нашего сложения. То есть, опять же, пишем все аут, выводим в консоль result, чтобы убедиться, что все действительно сработало. То есть, сами понимаете, 10 плюс 5, сколько, да, получаем в консоль наш результат. То есть, значение переменной действительно равно 15. То есть, мы присвоили сумму первых двух переменных, которые объявили. Собственно, какие еще базовые типы бывают, да? То есть, мы пока работали только с интегральными типами, то есть с целочисленными, но, естественно, C++ умеет не только с целочисленными данными работать, у него есть возможность использовать так называемый floating point тип, это тип с плавающей точкой. Грубо говоря, мы еще называем числа, то есть которые могут иметь еще какие-то разряды после той точки или после запятой. Для этого мы пишем ключевое слово float и объявляем переменную, например, можно ее назвать float variable, да, float. Лучше не использовать, конечно, ключевые слова в названиях, плохой вам совет даю. Давайте назовем, просто number. И в этом случае компилятор, компилятор — это программа, которая транслирует наш код, он позволит нам присвоить нецелочисленное значение. То есть, если бы мы попытались сейчас присвоить какой-нибудь, например, 5,5 интегральному нашему значению, да, сейчас... ладно, это я потом покажу, а то он ругается, и ошибка не позволяет мне продемонстрировать этот момент. Давайте объявим, например, там 5 и 7, да, значения. То есть, видите, что все нормально. Но если я попытаюсь сейчас присвоить нецелочисленное значение интегральному типу целочисленному, так лучше, естественно, не делать, потому что компилятор приведет тип и произойдет округление до целого. Причем округление, по-моему, произойдет в любом случае до меньшего значения, то есть в переменной variable2 окажется в итоге значение 5. То есть мы можем, опять же, подставить сюда в cout variable2 и посмотреть, что там усеклось значение, то есть мы хотели 5,7, но так как тип целочисленный, то значение переменной усеклось до значения 5. То есть такое мы, конечно, в программе не хотим обычно получать, не последовательное, да, поведение. И для того, чтобы работать с нецелыми числами, мы используем специально floating тип. И вот если мы уже посмотрим значение переменной number, то мы убедимся, что там уже лежит именно нецелое число 5,7. Вот, какие еще бывают типы? Это также вы можете, естественно, складывать и отнимать, делить, умножать. То есть это также тут есть операторы вычитания, деления, умножения, разумеется. Вот, то есть это не только складывать можно. Вы можете складывать целочисленные типы, вычитать их, умножать, то есть любые математические операции тут доступны. О более сложных мы поговорим позже, но базовые вы уже можете смело использовать. И вообще я вот на самом деле рекомендую играть с кодом. Что я понимаю под играть? Играть — это как бы анализировать, то есть попробовать какой-то свои нестандартные ходы. Вот пришла вам мысль, например, дай-ка я попробую не сложить переменные, а разделить их, например, или умножить. Пожалуйста, то есть анализируйте, пробуйте менять там плюс, например, на умножение и смотреть, что из этого, собственно, получится. То есть поменяли такие result, смотрим, что там у нас 5 на... давайте уберем, это некорректно, не очень корректно. 5 на 10. Понятно, что 50 должно получиться. Смотрим, да, действительно 50. Вот. Какие еще базовые типы бывают? Бывает очень важный тип, с которым вам тоже, по-любому придется достаточно много работать. Это логический тип, а также boolean он называется. Используется для объявления этого типа ключевое слово bool, чтобы... дать ему какое-то название более-менее, давайте назовем, допустим, bool flag. Что такое булевые флаги, мы потом будем разбирать обязательно, пока не будем вдаваться в подробностях. Назовем пока bool flag. Вот.
Этот тип принимает всего два значения, всего вообще два значения. Он может быть либо true, либо false, либо истина, либо ложь. Используется этот тип, как правило, для проверок. То есть, например, вот давайте присвоим значение типа true, да. Например, мы хотим что-то проверить, и признаком, то есть признаком будет являться то, что некоторая переменная, ну вот в нашем случае, например, переменная flag, да, является истиной, то есть является true. Мы потом поговорим подробнее, естественно, про условные операторы, как все эти проверки работают, но пока просто запомните, что boolean тип — это просто тип, который имеет всего два значения, либо истина, либо ложь, и, как правило, используется для различных проверок в условных выражениях и так далее. Потом все это будем подробнее разбирать. Еще смотрите, какие базовые типы существуют. Существуют более крупные целочисленные типы, это long, ключевое слово. Да, еще тоже важный момент, что переменные, да, и объявляемые типы, они имеют различный размер. То есть, если вы объявляете интегральную переменную, то есть именно integer, да, с помощью ключевого слова int, она имеет размер 32 бита. И в этом случае вы ограничены, так сказать, размером где-то до 4, по-моему, миллиардов, если я не ошибаюсь, вы можете уточнить в гугле, в плане значений. То есть вы не сможете, если вы будете присваивать, то будете получать, большие значения, чем 4 миллиарда, то будете получать немножко некорректные результаты. И для этого, чтобы получать возможность с большими значениями работать, мы используем другие типы, например, long. Но еще важно понимать, что зависит, естественно, от машины, на разных машинах может быть немножечко отличаться результат, но в целом смысл в том, что, смотрите, самый маленький тип — это char. Char, кстати, тип, который требует вообще отдельного, так сказать, внимания, и стоит, я, наверное, пока его пропущу, чтобы не забивать вам голову, я в конце о нем скажу. Он такой, типа, с хитрецой. Вот. Давайте начнем. Есть short. Short — это тип, который... по-моему, 2 байта он всегда, редко он бывает другого размера, по-моему, почти всегда 2 байта на любой машине будет. И этот тип в 2 раза меньше по разрядности, чем int. Но по факту, по максимальному значению он будет намного меньше, потому что разряды, каждый следующий разряд, он как бы все больше и больше, да, становится, как в геометрической прогрессии растет. Наверное, это не совсем корректное утверждение, но вы поняли смысл. То есть, чем больше разрядов, тем все больше и больше число становится. Так вот, short, он 2 байта, то есть в байте у нас 8 бит. Есть переменные, которые имеют диапазон значений больше, а есть переменные, которые имеют диапазон значений меньше. И вот short, он имеет диапазон значений меньше, чем int. Но при этом есть еще long, который имеет диапазон значений больше, чем int. А есть еще long, и он еще больше, чем обычный long. Но это тоже все целочисленные типы. То есть, если мы хотим работать с какими-то огромными просто данными, и нам не хватает диапазона значений обычного интеджера, мы можем воспользоваться лонгом или даже взять long. Long, он позволяет просто огромные числа вводить. Вот, то же самое есть для float переменных. Есть тип double. То есть, это тоже... Так, неправильно пишу. Тип double. Это тоже... тип с плавающей точкой, да, но он больше, чем float. По-моему, в 2 раза, если я не ошибаюсь. Float, по-моему, 32-битный, а double 8-битный. Так вот, double еще больше, чем float, но уже мы работаем, опять же, с типами с плавающей точкой. Вот. И еще скажу про базовый тип char, и на этом, наверное, пока что будет достаточно. Что же это такое? Тип char. Тип char — это, с одной стороны, самый маленький тип из базовых, он всего 1-байтовый, или в нем 8 бит всего, да, и... в чем его нюанс, когда я говорил, да, что он такой с хитрецой тип? Все дело в том, что базово его обычно, почему он так называет, да, char, это character, это как бы один символ, то есть, допустим, мы хотим объявить тип char и говорим, назовем его символ, и мы можем ему присвоить значение, например, символа a, и мы действительно получим, вот если мы выведем в консоль, мы действительно получим это значение.
Но смотрите, не забегая вперед, но стоит сразу сказать, чтобы вы просто, чтобы для вас это не было потом шоком, этот тип, когда мы работаем с этим типом и вместе, например, с целочисленными типами, он может вести себя иначе. И компилятор, он делает такие преобразования, он делает приведение типов, и char тип может выглядеть, может преобразовываться к целочисленному типу. Пока что мы не будем подробно об этом говорить, это не тема для самого первого урока, но просто, чтобы дальше для вас это не было шоком. Обычно char это какой-то символ, но в некоторых, так сказать, хитрых случаях он может превращаться в целое число. И это отдельная тема как бы для разговора, мы обязательно ее обозрим. Так, ребят, я думаю, что многовато даже информации получилось тоже и на втором уроке. Я что с первого обалдел, когда увидел хронометраж, что там у меня, наверное, уже натикало много времени. Давайте закругляться. Я надеюсь, что с базовыми типами примерно понятно. То есть еще раз подытожим. В C++ есть базовые типы. Когда мы хотим объявить переменную, которая является такой минимальной единицей трансляции данных, да, в C++, мы должны объявить ее тип. И существуют целочисленные типы, это int, long, long и short, да, то есть, short самый маленький, int побольше, long еще больше, long совсем большой, да. Существуют типы с плавающей точкой, это float и double, float поменьше, double побольше. Boolean это тип логический, да, который всего два значения принимает, либо true, либо false, либо истина, либо ложь. О нем мы тоже в следующем, наверное, уже уроке будем намного подробнее разговаривать. И, наконец, существует char, вот такой хитренький тип, который, с одной стороны, вроде бы просто хранит один символ, но, с другой стороны, почему-то иногда может становиться целочисленным. Об этом я потом все расскажу, почему так происходит. А здесь мне придется сделать еще одну вставочку, потому что выяснилось, что я в очередной раз упустил некоторые детали, которые очень важны, и о них обязательно надо сказать. А именно речь пойдет о знаковых и беззнаковых переменных. Смотрите, дело в том, что на протяжении всего этого видео я пользовался знаковыми переменными. Что это означает? Ну, все просто, что переменная может быть либо положительной, либо отрицательной. И в данном случае, в случае языка C++, по дефолту, по умолчанию, например, integer переменные, там short переменные, они являются знаковыми. Но если мы хотим сделать их беззнаковыми, мы можем воспользоваться ключевым словом unsigned. Смотрите, есть еще такой нюанс, что в случае, помните, я говорил, что у интегральной, да, переменной типа integer есть диапазон значений, и что на него выделено ровно 32 бита. Так вот, в случае с дефолтной переменной, то есть со знаковой переменной, у нас этот диапазон значений делится как бы поровну, на 2. И половина уходит на положительные значения, и другая половина, соответственно, на отрицательные значения. Так вот, когда мы объявляем переменную с ключевым словом unsigned, что значит беззнаковая, да, переменная, мы как бы перемещаем ту часть диапазона, которая предназначалась для отрицательных значений, в положительные, и получается, что диапазон положительных значений расширяется в 2 раза. То есть я пока объясняю максимально просто это, и я думаю, что это может быть тема для отдельного видео, которое я запишу позже. Расскажу подробнее, как именно в переменных выбирается знак, каким там битом он обозначается, ну и о таких уже нюансах. Но пока что для базового понимания вам этого достаточно. Запомните, что целочисленные переменные, такие как short, int, long и long могут быть либо знаковыми signed, либо беззнаковыми unsigned. И в случае выбора, то есть если мы выбираем unsigned, мы как бы сдвигаем вот эту часть, половину диапазона, рассчитанного на отрицательные значения, сдвигаем в положительные. И положительные значения расширяются в 2 раза. Также стоит отметить тот факт, что не все переменные базовых типов способны становиться знаковыми или беззнаковыми. То есть не для всех переменных, не для всех типов мы можем указывать такой спецификатор. В частности, для переменных типа boolean логических, float и double этого сделать не получится. И если мы попробуем,
то предсказуемо получим ошибку. Нам так явно и скажут, что нельзя для boolean типа указывать спецификатор unsigned, как собственно и signed. И то же самое будет верно для float, как я уже сказал, и для double. Вот, это первый момент. И второй момент, забыл, вроде тоже, кажется, такую тривиальную вещь сказать, но я думаю, что все-таки сделаю это. Если мы хотим изменить значение переменной, да, вот мы объявили некоторую переменную, variable, а допустим мы хотим изменить ее значение, чтобы у нее было значение не 10, а, например, 100. В этом случае нам уже не нужно, мы можем сразу на следующей строчке или в любом другом месте программы обратиться по имени переменной и поменять ее значение на 100. То есть, смотрите, есть разница, если мы объявляем переменную и сразу даем ей некоторое значение, эта операция называется инициализацией. Но если мы в дальнейшем обращаемся к этой переменной по ее имени, да, как вот с variable, и наделяем ее новым значением, эта операция называется присваиванием. Вот, тоже такой нюанс, вроде тривиально, понятно, но я думаю, что лучше этот момент обозначить. Вроде все. Собственно, на этом все, ребят. Я надеюсь, что пока что информация достаточно доступна, все должно быть понятно. И ожидаю вас на следующем уроке, который, наверное, будет посвящен условным выражениям. Да, я думаю, что мы просто разберем условные выражения API и оператор if. Давайте, до скорого, до связи.